Здравствуйте, канал эстетической красоты и психологического здоровья. Снова с вами. Мы продолжаем наш марафон, вторая часть марафона. И здесь я покажу следующие движения, как перейти от одной части тела к другой. Переходы — это очень важно, чтобы мы не перебегали, клиент чувствовал гармонию, полноценность процедуры. Переходы не должны быть слабыми. В тот момент, когда вы переходите, тоже важно выполнять какие-то движения. Опять же напоминаю, что масло должно быть теплым, руки должны быть чистые и теплые. И сейчас я покажу, как мы можем перейти от одной половины тела к другой. Делаем восьмерку, про которую мы уже рассказывали в первой серии. Начинаем двигаться. Переходим к голове. И вот такой переход. Не прилагая силы, руки направляются по шее вверх. Теперь мы прилагаем силу и двигаемся с силой вниз, как бы растягивая мышцу и прилагая усилия для того, чтобы на нее воздействовать. Стойка мастера. Очень важно, чтобы одна нога была впереди, та, которая вам удобна. Для чего? Для того, чтобы опять контролировать свое тело в пространстве, для того, чтобы она полноценно работала, а не только руки и спина. Так я могу отталкиваться и прилагать вес своего тела к той области, над которой я работаю. То есть переход мы совершили, ушли сюда, сделали небольшой переход к голове и потом с усилием ушли вниз. И так несколько раз. Это движение выполняется на небольшом участке тела, но для того, чтобы клиенту было приятно и создать гармонию всей процедуры, мы можем это движение растянуть. То есть уходим одной рукой по мышце, чувствуем, так как у нас для новичков марафон, не буду говорить название мышц, чувствуем максимальное напряжение и по максимальному напряжению идем основанием ладони вниз, перемещаем вес своего тела и встаем на носок. Если кушетка достаточно высокая, здесь я, к сожалению, не могу ее опустить, уходим к области лимфатических подмышечных узлов, останавливаемся и уходим опять на шею. И с другой стороны тоже. Вот такой переход. Клиент даже не заметит, что это переход. Для него это будет ощущение полноценного массажного движения, если оно будет достаточно сильным. И двумя руками. Даже что-то хрустнуло, хотя давление не сильное. Мы ведем по мышцам, мы с позвонками не работаем за счет того, что мышцы расслабляются. Может быть такое ощущение, что что-то хрустит, встает на место, так не профессионально говоря. Ставьте нам лайки. Кто хочет профессионально обучаться массажу, приглашаю на наши семинары, на наше обучение по массажу, а также, кто далеко от нас, может приобрести видеоуроки. Ставьте лайки, до встречи!